В этом видео я расскажу, как проверять биполярные транзисторы мультиметром. И не просто как проверять, а как понять, что мы меряем и для чего мы меряем. Запутаться в этом методе очень-очень сложно. Это практически как запутаться в трех соснах, потому что у транзистора три ножки, и вот в них практически запутаться нельзя. И главное для нас, с чего начать. А начать нужно с самого транзистора. Вы берете транзистор, который вам нужно проверить, и потом смотрите его название. По названию ищите его схемное обозначение. Вот, допустим, два вида схемных обозначений. Это самые-самые ходовые, которые существуют. Это ПНП и НПН. А дальше находите именно то, которое соответствует вашему транзистору, и то, это только нужно для новичков. Дальше вы поймете, что даже это вам не всегда будет нужно, особенно когда вы будете мерить внутри схем. Пока мы попробуем разобраться, как мерить просто на столе транзистор, чтобы понять. И вот я взял транзистор. Я сейчас даже не буду называть его название, единственное скажу, что он NPN. Это значит нижнее обозначение. И вот теперь, как не заблудиться в трех соснах? Три вывода. База, коллектор, эмиттер. Давайте посмотрим еще, как этот транзистор можно представить по-другому. Можно увидеть вот такое схемное обозначение транзистора. Но это уже больше из учебников, чтобы понять структуру, как он работает. Нам это вообще не нужно, если вы, конечно, не хотите углубленно разобраться с транзистором. Давайте найдем другое обозначение, так называемое эквивалентное. И вот оно. Смотрите, любой транзистор, неважно какой структуры, можно представить всего лишь как два диода. И вот смотрите, те же три сосны, три вывода, а внутри два диода. И вот теперь оказывается, чтобы проверить транзистор, нужно всего лишь проверить вот эти два диода в транзисторе. У меня на столе лежит транзистор NPN, значит вот такое расположение диодов. Поэтому, чтобы это все сделать правильно, нужно начать с мультиметра, выставить его в правильный режим. Клацаем, ищем, где у кого есть проверка диодов. У меня это вот это положение. Но на этом положении есть три разных подрежима, и поэтому мне нужно переключиться конкретно на диод. Вот сейчас у меня выставлена проверка диодов. Замкнем щупы. Да, все отлично. И вот так, чтобы было более наглядно, я каждую структуру изобразил в трех видах. Это ПНП-транзистор прямой проводимости и НПН-транзистор обратной проводимости. Вот его схемное обозначение каждого, вот его структурная схема внутренняя и вот его эквивалентное обозначение. У меня, я знаю, что это НПН-транзистор. Значит, мы будем проверять и искать вот так расположенные два диода. Но желательно нам найти, как еще расположены ножки. Как я и сказал, пока вы еще неопытны, то лучше начинать с того, чтобы посмотреть, как расположены ножки. Вот у меня в моем транзисторе точно так же, как на этом. База у меня получается левая, коллектор посерединке и эмиттер правый. И вот опять же изображение того, как диоды, какие мы диоды будем искать. Для этого у нас два щупа, если вы их правильно воткнули, красный и общий черный. Начнем с того, что красный давайте подсоединим к базе. Или вот сюда, к этой точке. Теперь, если мы дотронемся коллектора или эмиттера, что произойдет? Диод находится в прямом включении. Смотрим на экран мультиметра. Я дотронулся до базы красным щупом, а до эмиттера черным. Смотрите, происходит падение на диоде. Это примерно 0,6 вольт. Первый диод мы проверили. Давайте к средней точке теперь черным коснемся. Вот наш второй диод. Второй диод также проверили. Но нужно теперь еще проверить в обратную сторону, не пробиты ли диоды. Меняем щупы местами. Я касаюсь теперь базы черным, а эмиттера красным. Прибор показывает бесконечность. Отлично. Касаюсь теперь красным среднего вывода. Бесконечность. Отлично. И осталось последние два замера.
нам нужно теперь проверить, не пробит ли вот этот участок эмиттер-коллектор. Его нужно проверить в одну сторону и в другую. Это средний у меня вывод и правый крайний. В одну сторону. Бесконечность. Хорошо. В обратную. Также бесконечность. Транзистор рабочий. Но подождите отключать. Сейчас разберемся иногда, как можно ошибиться, особенно если вы новичок. Оказывается, что транзисторы бывают немного и другого типа. И поэтому в этом можно запутаться. Что там может быть не так? Давайте посмотрим на некоторые схемы. Ну, допустим, вот как на этой схеме. Транзистор, как смотрите, изображен со встроенным диодом и еще резистором между базой и эмиттером. Такой же, понятно, транзистор будет звониться по-другому. Но не пугайтесь, таких транзисторов существует очень-очень маленький процент, которые нестандартные. Это, как правило, силовые транзисторы и то, которые встречаются редко в каких схемах. Также, допустим, вот как здесь, транзистор Дарлингтона. Это составные транзисторы, которые имеют большой коэффициент усиления, и они уже прозваниваются немного по-другому. Но в этом видео, чтобы не запутаться, мы касаться не будем. Сейчас нас интересуют только стандартные транзисторы. Теперь, некоторые скажут, а почему не купить вот такой или им подобный прибор? Очень хороший прибор, я сам ним пользуюсь и даже сжег не один уже из них, забывал разрядить конденсатор. Но в чем его минусы? Во-первых, он не очень хорошо проверяет внутри схемы, и с ним как бы дольше. Кто занимается ремонтами и очень много нужно успеть в день проверить, иногда даже не выпаивая транзистор из платы, то проверка мультиметром получается намного быстрее и эффективней. Конечно, не выпаивая из платы, не любой транзистор можно проверить, потому что у него может быть различная обвязка, которая повлияет на замеры. Но поверьте, когда вы научитесь уже это все делать на автомате, то многие транзисторы в платах сможете легко проверять. Ну а такого плана приборчик для проверки транзисторов и многих других деталей я, конечно, рекомендую купить, если, конечно, вам не жалко 10-15 долларов. Если вы проверяете транзисторы каким-нибудь своим оригинальным методом, также пишите. Я думаю, это будет интересно не только мне, но еще многим зрителям. А также всех приглашаю на свой телеграм-канал. При канале есть чат, где можно обсудить различные темы, связанные с электроникой, выставить свои какие-то интересные схемы на общее обсуждение или попросить помощи в разборе схем. А на этом всем пока.